Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам, вашему миру. Предлагаю вашему вниманию 3 коротких отдельных расклада на отношения. Какого-то конкретного запроса у нас не будет, плана никакого не будет. Будет, по сути, 3 ченнелинга и с вытекающими вопросами, которые будут открываться по ходу в ваших отношениях. Как всегда, мы начнем с того, что мы посмотрим вашу ситуацию в отношениях, да, или вообще общую ситуацию. Ну и, по сути, первый расклад, второй, третий тайм-коды найдете в описании. Итак, давайте смотреть, что происходит. Да, первая карта. Вообще речь идет о предательстве, поэтому если кого-то недавно предали, бросили, обманули, подставили в отношениях, да, возможно, поступили как-то, некрасиво, оболгали, например. Обман, ложь и предательство, да, в первом раскладе. И здесь, мужчина, да, то есть вокруг мужчины все крутится. Как знаете, давайте сегодня будем обвинять мужчину во всем. Здесь мужская карта, и здесь мужская. Скорее всего, мужчина ведет себя достаточно жестко и неоправданно резко. То есть, возомнил себя императором. Такая, знаете, как звездная болезнь пока у меня чувствуется. Давайте еще третья карта. Да, здесь мужчина. Все дело в мужчинах. И, возможно, даже такое, что мужчина не один здесь. И также ситуация может крутиться вокруг финансов, вокруг бизнеса, вокруг общего дела с мужчиной. Для кого, кто крутится в общем деле или в общем котле с мужчиной, который властный достаточно. Смотрите, император по центру. Во-первых, он как минимум здесь Овен, телец, да, и здесь телец. То есть, по сути, это есть золотой телец, но у меня такое ощущение, что здесь почему-то у меня идет поток, что мужчина здесь, чрезмерно своенравный, своевольный, и манипулирует деньгами, управляет деньгами, и не хочет себе, то есть он хочет себе все привластный, да, присвоить, да, то есть хочет себе присвоить. Давайте посмотрим. Первый вопрос: в чем предательство заключается, в чем суть предательства, да? Может быть деньги, а может быть отношения. Смотрите, здесь повешенный, и он зависим. Да, то есть, возможно, это даже не предательство, а, знаете, какая-то досада, какое-то поражение. Вы на вид крепкий, надежный мужчина попадает в зависимые отношения. И я не думаю, что, может быть, он и от вас зависит. Давайте смотрите, от кого, от чего зависит этот мужчина все-таки. А зависит он от женщины, между прочим, принцесса мечей. И я вам скажу, что он зависит от той женщины, которая за ним наблюдает. Она является шпионом здесь, да, поэтому, по сути, смотрите, какая-то женщина следит за мужчиной или имеет доступ к информации об этом мужчине, возможно, манипулируя этой информацией. Поэтому, как минимум, знаете как, возможно, какой-то мужчина, от которого зависят деньги и власть, манипулируется мужчиной или шантажируется мужчиной. Но здесь также может быть не обязательно мужчина, потому как Паш этот обычно и мужские энергии, и все-таки мечи. Поэтому смотрите, в ваших отношениях ваш мужчина очень сильно зависим от обстоятельств, от других людей, которые контролируют его и управляют им. Имейте это просто в виду, если у вас есть подозрение, что этот человек как минимум имеет какие-то проблемы, а он здесь их имеет, то, скорее всего, эти проблемы могут стать частью и ваших проблем. Имейте это просто в виду, это как предупреждение. Давайте посмотрим. Этот мужчина, и у него есть какая-то власть. В чем заключается его власть, да?
чем заключается его власть? А здесь власть дьявола. Он, во-первых, очень сильно зависим. У него очень серьезные обязательства перед другими. У него серьезные обязательства могут быть в бизнесе. И этот человек, знаете, он на расхват. На расхват этот человек. И его разрывают в разные стороны, и за ним могут и следить, и использовать против него компромат, и использовать против него власть и деньги, то есть и он в этом варится. Поэтому здесь какой-то человек власти, скорее всего, человек бизнеса, да, и он, знаете как, он очень сильно зависит от того котла, в котором он варится. Давайте посмотрим просто, ну, опасно ли вам быть, давайте так скажем, созависимой партнершей или созависимым партнером в этом котле, да, вступать ли вам в это или лучше поберечься. Почему? Потому что вас где-то даже вот, возможно, и повешенный дьявол подкупает это, потому что на выходе здесь телец золотой, да, золотой телец, ну, как минимум, это деньги, это стабильность, это обеспеченность, ну и отсутствие головных болей в области соцобеспечения, давайте так скажем. Давайте смотреть, стоит ли вам, опасно ли там или нет для вас. Но может затянуть. Пока, на первый взгляд, это не опасно. Это урегулирование. Но я бы рекомендовал все-таки по этой карте. Эта карта достаточно болотная. И она, знаете, как 14 и 15, ну, может засосать. Да, давайте так скажем. Поэтому рискованно. И если бы я, ну, сказал бы, сколько процентов вам навредит и сколько не навредит, я бы сказал так, что ну, где-то процентов, наверное, 51 это вредное мероприятие для вас, или вредный, или болезненный союз. И 49 это безболезненный союз. Давайте вот так, чтобы вы ориентировались. И с другой стороны, здесь могут быть у вас в отношениях родственные души или кармическая отработка, или и то одновременно. Имейте в виду. Поэтому, возможно, вы из этих отношений просто так и не выйдете и не можете сейчас из этих отношений выйти. Давайте посмотрим. Вот этот телец золотой, что вы получаете на выходе, если вот так вот раскинуть логично, а здесь серьезные проблемы у мужчины, которые распространяются на вас, и вы невольно в это втягиваетесь. Что на выходе вы получаете? Получаете ли вы этого, ну, золотого тельца, давайте так скажем, ну, или бонус за свои кармические отработки, да? Ну, здесь игра стоит свеч. Здесь вам пока что, знаете как, здесь пока вам стоит оставаться в этой игре, как ни дивно. Особенно если вы чувствуете, что вы родственные души. Вот это все-таки родственная душа, и если у вас страсть к этому человеку, к этой мужчине или женщине, но больше это все-таки здесь мужчина. Мужчина здесь попадает в какие-то обстоятельства, выйти из которых резко он не сможет, ну, освободиться, да. Здесь может быть человек, который, ну, в заключении, в тюрьме может находиться по воле государства, между прочим. И это часть вашей кармы какой-то, получается так. По сути, если вот вы гадаете на человека, который попал в очень сложную ситуацию, он, скорее всего, выйдет из плена и освободится. Но вам придется ждать и вкладывать какой-то ресурс сюда, да, то есть сюда надо инвестировать. Ну и третья карта, да, здесь будет праздник. Смотрите, в общем-то расклад такой, что есть некая неприятность, связанная с мужчиной, и от мужчины это зависит. Вы как сторонний наблюдатель в этой ситуации. И у мужчины будет много проблем. Если вы сейчас покинете его и отойдете в сторону от этих проблем и не будете в этом участвовать никак, то вы, скорее всего, проиграете и на выходе не получите максимальный бонус. Поэтому как бы карты здесь, несмотря на всю сложность, говорят, что это, скорее всего,
кармическая отработка, тебе быть рядом, не сильно углубляться в эти отношения, как бы, ну, давайте так скажем, ну, может быть, у вас семья, да, но тогда мужчина должен здесь как бы больше разруливать, а вы сохранять стабильность рядом, да. То есть и тогда, если вы до конца останетесь в этом процессе, то на выходе вас ждет позитивный результат, как минимум улучшение материального благосостояния, стабилизация финансов вашего мужчины, если вы с ним в браке, например. Ну и праздник в конечном итоге. Если у вас произошла какая-то рассорка, размолвка или предательство со стороны мужчины или женщины, то здесь стоит перегореть, не рвать, не рубить с плеча, а постараться, ну давайте так, понаблюдать за ситуацией. Вот эта карта тогда превращается в наилучшую карту, которая здесь может быть. Поэтому давайте так скажем. Если вдруг произошло предательство, то через время, когда, ну давайте так, як кажуть українською, відляже гімно від грудей, да? Вот отошло, да, от души, да, или, ну, успокоилось. Ну, тогда, в принципе, со временем у вас может наладиться все, поэтому на выходе здесь будем ли мы вместе, все окей. Давайте быстренько посмотрим, что он думает обо мне сегодня, что он чувствует ко мне сегодня, и его намерения в отношении вас, как вишенка на торте, да. Его мысли. Ну вот смотрите, в мыслях он вас не может отпустить, но и пока и не знает, что делать. Скорее всего, ну давайте так скажем, он не сильно страдает мыслями о вас, а он страдает, как выйти из этой сложной ситуации. То есть, ну, по сути, как бы особо не до вас сейчас, вот без обид, да. Но он вас и не отпускает. То есть этот партнер считает, что он имеет над вами власть. Он здесь император, имейте в виду. Что чувствует к вам? Чувства его холодные. Пока на здесь и сейчас. Он очень напряженный. И все его чувства, они в голове, в мозге, да, давайте так скажем. То есть его чувства решают интеллектуальные дела. Поэтому здесь, как ни крути, человек просто крутится вот вокруг решения какой-то проблемы. У этого человека, кстати, могут быть проблемы с почками и с печенью. С надпочечниками тоже. Ну и что он будет делать в отношении вас, или что он решил? Ничего пока не решил, оно все вызревает, и все будет зависеть от обстоятельств. Здесь очень контрастно так, ну, как бы дьявол, и здесь урегулирование, и луна. Поэтому вот лучшее, что вы можете здесь сделать как женщина, это сохранять холодный ум и теплое сердце, ну и сохранять спокойствие. Все, вот такие вот напутствия вам. Мы же движемся с вами дальше, друзья. И по традиции попрошу прямо сейчас подписаться на канал. При подписке нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления и написать комментарий после просмотра. Второй расклад. Давайте посмотрим, что у вас за ситуация. И может быть это не обязательно ситуация в отношениях, но может быть это вообще в вашей личной жизни, да. Вот здесь прямо какой-то маг. Общаетесь с магом, да, или у вас мужчина на пороге. Творец, настоящий мужчина. Может быть, вам информация идет через мага, через меня. Я тоже маг, а чё бы нет. Вот. Но, во всяком случае, давайте так скажем. У вас что-то начинается. Это начало. Маг — это всегда начало, и мужчина здесь инициативный достаточно. Как минимум, вам инициативу тоже можно проявлять. Так что проявляйте. Вторая карта. Двойка жезлов. Ну вот, смотрите. У вас что-то началось и непонятно куда идет. Причем началось так по инициативе вроде как мужчины, а теперь мужчина вроде бы как забуксовал. Здесь это буксует мужчина, не женщина. Ну давайте еще глянем.
Но вы все-таки надеетесь на перспективу. То есть давайте так скажем, у вас появился какой-то мужчина, ну давайте, может, женщина, кто на женщин гадает, у нас расклады для мужчин и женщин, поэтому. И вот для мужчины вообще здесь нужно развивать отношения. То есть мужчине здесь мешкать не надо, сразу говорю. Не тормозите, это, ситуация требует активного действия, и перспектива здесь есть. Чего вы думаете? Я не знаю, тут вы, может быть, учитываете какой-то опыт из прошлой жизни, да, потому что здесь какое-то переосознание идет. Но смотрите, очень много огня, и здесь какая-то пылкая страсть. У женщины здесь может быть вот на здесь и сейчас актуальная ситуация, где мужчина появился, я в него влюбилась, потеряла разум, да, и теперь вот ищу его, жду, а он непонятно где. Вот ситуация не ясна еще до конца на здесь и сейчас. Перспектива есть. Давайте посмотрим. Мужчина-маг. Что это значит? Что значит вот эта огненность? Кстати, актуально для тех, кто огонь, овен, лев или стрелец. Ну, как для мужчин, так и для женщин, в принципе. Что обозначает этот маг? Это большой специалист, это злостный манипулятор, это человек, который все может, или человек творец какой-то, да, то есть, что это? Что это за маг? Почему он такой? Чем он вас очаровал? Чем он вас взял, да? Что это? Чем он вас покорил? Паж жезлов, смотрите, много огня. Ну, давайте так скажем, он вас покорил своей сексуальностью, своей молодостью и своей энергетикой. То есть он вас впечатлил как женщину, да? Вот такого вы и хотели. Это вы вот первое впечатление, он заиграл с вами. Он заиграл вас, да? То есть чем он вас взял? Игрою, молодостью, энергетикой такой, да? Ну, прекрасно. Он может перевоплощаться, этот человек. То есть он может быть и магом, дедом, давайте так скажем, да, таким ведьмаком уже, да, и юношей. Обратите внимание. Он может быть нестабильный, и он искусный маг, он искусный игрок. То есть он, по сути, если взять по Кастанеде, это сталкер. Сталкеры, они были склонны переодеваться, перевоплощаться из старого в молодого, из молодого в старого, да, вот так. Давайте теперь посмотрим, о чем вот он вас взял, вот этой сексуальной энергией, и что дальше, да? То есть у вас было тики-тики-тик, рики-тики-тави, тик-тик. А дальше он двойственность. То есть он начал играть и начал вести какую-то агрессивно как-то себя начал вести. Это двойственность, это рыцарь мечей и это близнец. То есть он начал проявлять свое второе я. Давайте посмотрим, что это за второе я такое, да? Роковой мужчина, сразу говорю. Роковой мужчина, и он, знаете как, вот он понял, что он вас пленил. Понял. И начал это использовать. Почему? Потому что маг. Потому что перевоплощение, да, оно сработало. Он чувствует, что он вас зацепил. Вот чувствует и все. Смерть всегда роковой человек. И вот это вот тот, знаете, как есть такая роковая женщина, это роковой мужчина. Бывает. Давайте посмотрим. Вот сейчас ничего не происходит. Как долго это будет ничего не происходить? Да, у меня почему-то такой идет вопрос отсюда. Смотрите, тут все огонь. Знаете, я не делаю здесь диагностики на негатив. Я всегда говорю об этом специально, чтобы вы понимали, что это расклад на любовь. Но здесь столько огня. Смотрите, огонь, 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 девятка жезлов. Что я просто должен сделать сноску, что мужчина чего-то добивается. Он манипулирует вами.
И я не исключу здесь его магический флюид, ну, в вас. Но если у вас оно было, вот то, о чем я говорю, да, вы же, то, скорее всего, это на уровне сексуальной энергии. И смотрите, наблюдайте, потому что вот эта карта, если вас начнет выворачивать, вы будете там, ну, давайте так, страдать. Давайте, я не буду каркать ничего, посмотрите, понаблюдайтесь, потом, если что, проверим, да. Закажите расклад или индивидуально, или мы здесь проведем диагностику. Напишите мне в комментариях, нужна ли диагностика. Может, тут такие вот по второму раскладу все смотрят, да, и все в него попадают, что страдаете без этого человека прямо сильно, а знакомство у вас произошло и раз, и он пропал. Есть таких ведьмаков, их куча. Они подпитываются энергией и как бы и он чего-то добивается. Давайте смотреть. Мы задавали вопрос, сколько это продлится. Ну, как минимум 9 дней. Как минимум. 9, 11, 12, вот так, неделя, 2, туда-сюда. Чего он добивается? Чего он добивается? Тут жезлов. Цветок папоротника. Кто-то его видел, никто его никогда не видел. У него к вам свой интерес на сексуальном уровне. Чего добивается? Реализации своего мужского намерения. По сути, он с вами запитывается через вас энергией. Он вас вампирит. У нас просто вампирит, и все. Поэтому, по сути, он заинтересован брать от вас энергию огня. Смотрите, жезлы, 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 жезлы. Ну, подтасовал я колоду. Специально перетасовываю, специально, чтобы вы уже успокоились, да? А почему так? А если вы чувствуете, что так, то пишите в комментариях, что это так и что происходит. Откуда здесь смерть и откуда здесь вот эта агрессия. Она ж не просто так взялась, да? Вот он заиграл, а потом раз и жестко он поменялся, он резко поменялся. Его как будто, знаете, как будто подменили. И, ну, а как и что делать, да? Поэтому его интерес получать энергию. Как это будет происходить? Это уже второй вопрос. Деньги, имущество, часть бизнеса, ваш ресурс, ваши связи. Неважно. Здесь магия идет. Здесь маг первый, цветок папоротника. Еще не удивлюсь, что на Купальскую ночь у вас с ним что-то было или будет, да? Это будет вообще, если он вам что-то предложит в это время, да? Но здесь не дело не в Купальской ночи, здесь вообще это просто архетип такой. Давайте посмотрим, что за перспективы у вас ждут. Вот теперь самое интересное, да? Что вас вместе ждет? Ой, повешенный. Я больше чем уверен, что это не вы его околдовали, а он вас. Но смотрите теперь внимательно. И если вы знаете, что это вы его околдовали, напишите мне в комментах, и это работает. То есть, смотрите, здесь кто-то попадает в зависимость, и уже вы отслеживаете. У меня такое ощущение, что это вы, как женщина, попались на крючок к этому мужчине. Мужчины, если смотрите, напишите: да, это она ко мне попалась на крючок. Да. Ну, а здесь, если вы женщина и вы четко понимаете, что это про вас рассказ, и этот маг вы можете там владеть своей мужской энергией, и вам нужен эта сексуальная энергия, и вы хотите, чтобы этот мужчина был у вас в обороте, зависим от вас, то напишите тоже мне, я вижу здесь созависимость. Поэтому я вас как женщину предупреждаю. Ну и мужчина, смотрите тоже, да, вы тоже можете попасться, ну, к ведьме, да, то есть она может иметь, ну, такой жесткий мужской характер, потому что здесь мужская доминанта или сила анимуса, она преобладает, ну, во всем, да, давайте так скажем, во всем рассказе. Давайте посмотрим теперь. Зависимость. Хорошо это или плохо для вас?
Давайте смотрите, для вас, а вот это для него. Для вас, для него. Что эта зависимость для вас обозначает? Смотрите, я вас как женщину предупреждаю, все идет по огню. Вы рискуете сгореть. Смерть. Рискуете сгореть, особенно смотрите, если вы теряете вес. Не набираете, а теряете. Для вас это очень рискованно. Берегитесь, будьте осторожны. Я вас просто по-человечески предупреждаю, потому что, карты так выпадают. И это именно мистическая такая история. Да? Тут украинский такой мощный энергетический посыл в этом раскладе. Что это для него? А здесь король мечей. Смотрите, дорогие женщины, вы попадаете в руки... вообще, потенциально король мечей это кто у нас, вы знаете, психопат. Поэтому, как минимум, будьте осторожны в этом аспекте. Это жесткий человек достаточно. А во-вторых, вы попадаете в ловушку к мужчине. Зависимость к мужчине и так далее. Если вы тут ведьма и вы здесь этот король, напишите мне, да, а я та самая, которая переоделась в короля там, или перевоплотилась в короля, и я та ведьма, которая могу вот этой энергией, то тогда он ваш навеки. Тогда, мужчина, смотрите, вы попались, и тогда вам будет очень тяжело выходить из этих цепких лап. Что он думает о вас сегодня? Что чувствует к вам? И его намерения, мысли. Но смотрите, тройка мечей, его мысли никак не позитивны к вам, это первое. Во-вторых, причинять вам боль, мучить, страдать. Если вы уже сейчас страдаете, имейте в виду, это может быть как инфицирование вампиром, да, вы страдаете и кровь, да, вот это вся. Что чувствует к вам? Здесь очень красивая женщина, вы ему очень нравитесь, и сексуальная энергия, и ваше тело, и ваша энергия вообще в целом. Поэтому, если вы страдаете и теряете вес, анорексия здесь может быть и уже как следствие, или путь к анорексии. Или путь к анорексии у вас может быть связан с самоуничтожением, желанием страдать теперь, да, потому что он роковой, вот она. Вот суть. Вот самый главный аркан после мага здесь, да, который ведет этот расклад. И дальше. Что он будет делать? Он еще посмотрит, что с вами делать. Он до конца еще не определился. То есть вы у него в таком запасном варианте, но в приоритетном, потому что ваше милое пока еще тельце является хорошей батарейкой или источником энергии. Да, то есть там есть что покушать, потыкать вилочкой. Вилочек у него 2. Он вас не называл еще сдобной булочкой. Так вот, ждите, обязательно назовет. И надкусит или надколет. Немножко юмора, чтобы вы не заснули. Мы же движемся с вами дальше. Друзья, вот такой расклад. Ваши ощущения, переживания, впечатления и страдания напишите, пожалуйста, в комментарии. Я вас всех очень сильно люблю. Третий расклад. Необычная колода такая. Таро Ленорман, но оно совсем не Ленорман. Или какой-то не Ленорман. Напишите, вам нравится эта колода и вообще какие бы вы хотели еще посмотреть раскладики, да, на какие темы в отношениях вы бы хотели посмотреть. И лайк не забудьте. Дизлайк, лайк. Что вам больше нравится. Что поставите, то и будет по жизни. Итак, что происходит у вас? Есть какой-то надежный такой человек, стабильный, рядышком крутится возле вас, никуда не девается, помогает.
неопределенный, страдает, кстати, по вам, скучает. Любит, но, возможно, вас, возможно, любит, да, чувства к вам изысканные, тонкие, юношеские проявляет. Здесь где-то какая-то любовь, и здесь может быть легкий такой мезальянс. Может быть. Что я вам могу сказать? Здесь стоит не торопиться, стоит подождать, не торопиться, и да, здесь можно таки совокупиться и ребенка родить с этим мужчиной и женщиной. Вы можете потенциально вместе жить. Вот такая легкая импровизация, которая звучит немного как сенсация. Ну, если будет фрустрация, главное, чтобы вы не оказались в прострации, как говорится, такая рация. Ну, давайте посмотрим, что за ситуация. Дальше мы смотрим на ситуацию. Что за человек такой надежный рядом с вами? Звенит монетами, копытом бьет. На белом автомобиле подъезжает и любит желтый цвет он. Он адекватен, желтый цвет. Ну что, смотрите, рядом с вами какой-то император. Надежный человек, дева, телец, овен. Человек упертый такой, настойчивый. Что я вам могу сказать? Возле вас как бы крутится человек, на которого можно облокотиться. Он не активно себя проявляет и где-то, возможно, чего-то о вас не знает, чего-то вы не знаете о нем, но вы всегда возле него, вы как-то всегда с ним вдвоем. Не знаете вы еще друг друга, и мезальянс здесь может быть здесь как мужчина, так и женщина. Но с одной стороны здесь чувства утонченные, здесь стабильные, а здесь прям такие, как уже у сформированной личности. Ну, давайте смотреть, что здесь может дойти до неприличности. Здесь повешенный, и здесь вы связаны с судьбою, но, скорее всего, кармическая отработка у вас с этим человеком. И этот человек может быть связан с вами родственными отношениями. Почему у меня такое заключение? Потому что вы зависите от него, а он зависит от вас. Давайте посмотрим, почему он страдает и скучает по вам. Почему так? Что здесь? А здесь две зрелые души. Все-таки здесь есть мезальянс. Знаете, в каком плане? Здесь возрастной есть мезальянс, но как души вы оба зрелые. И вы, кстати, оба мужские души. Вы хорошие вот такие вот мужчины, друзья. Я не исключу, что в прошлых отношениях или в прошлой жизни вы где-то что-то недоразорвали, не закрыли какой-то гештальт с мужчиной именно. Может быть, с этим мужчиной, может быть, с отцом. И теперь у вас вот этот мужчина, и вы, ваш мужчина в женщине, они вот взаимодействуют вместе. Почему по вам он скучает? Потому что это как-то связано со зрелостью вашей. Вы, еще раз повторюсь, родственные души. И что-то связанное с прошлым, ушедшим. Это какой-то идет у вас поток информации, который вот завязан на вот эту карту. Здесь очень много старших арканов выпадает. Смотрите, император, может быть что-то в прошлом, может быть там в прошлой инкарнации, позапрошлой инкарнации вы были вместе. И теперь это вы чувствуете внутри себя. Возможно, вам сцены какие-то снятся, да, там
Ну, там, например, 18 век, 19 век, ну, может быть, что угодно, да. И с этим человеком у вас должно быть, по идее, ощущение дежавю. Вот если оно есть, тогда у вас недоработанный гештальт с этим человеком, с этой душою в прошлом. Неважно, в какой вы оболочке, мужчина или женщина. Кстати, здесь может быть такое отношение однополые, имейте в виду. Или мужчина такой жесткий, да, достаточно в глубине души. И женщина такая же самая жесткая, как этот мужчина. Такое часто бывает. Как вам такое? Напишите мне в комментариях. Я обязательно прочитаю и, возможно, нажму вам сердечко, если мне понравится то, что вы напишете. Идем дальше. Почему так все-таки, да, вот это страдание, оно что-то структурирует между вами. Давайте посмотрим, что оно структурирует, что породится, потому что это утроба, а здесь уже что-то материальное, зрелое, да. Давайте смотреть. Это из прошлого. Это двойка жезлов. Это какая-то недоигранная ситуация. Эта игра уже была. У вас или дежавю, или это из-за вашего отца. И что оно должно породить? Оно должно кармический узел развязать, чтобы свободным вы смогли дальше стать. То есть здесь не развязанный кармический узел. Смотрите. Недоигранная ситуация. Неотданный долг, неспасенная жизнь, несправедливое решение, что угодно. Любое приключение из прошлой жизни держит вас с этим человеком вместе. Он на орбите до тех пор, пока вы не отработаете карму. Я не исключаю, что он, может быть, должен служить вам, или вы ему по этой карте. Она здесь центральная, поэтому он здесь может быть сперва как слуга, потом император, а вы служите ему. Вот такая судьба у вас, потому как в прошлой жизни вы, например, его не спасли от казни, или наоборот, он вас казнил. Тогда он вам будет служить, а вы будете его, условно говоря, лечить. Да? Здесь в центре лекарь, в центре врач, в центре целитель. А слева император, опора. И все это через повешенного. Это о чем? Недоигранная игра из прошлого не дает вам разорвать эти кармические узы. Влюбленность, легкая любовь, о чем она в этой карте. Вновь, о чем узнаем мы сейчас. Давайте глянем дальше мы. Восьмерочка мечей. Здесь такая прямо тоска по прошлому, по ушедшему, о том, что не пускает вас вперед, но и забыть о себе никак не дает. Обратите внимание, здесь женщина в глубоком страдании, в глубоком отчаянии стоит в молчании, и ее воспоминания ложатся за отшельником и за императором. Она тоскует очень о прошлом, о утраченном. И здесь очень много чувств на это потрачено. Давайте смотреть, о чем тоскует здесь она, а здесь императрица. Две родственных души должны соединиться. И это очень скоро должно произойти в вашей судьбе, чтобы закрыть гештальт недоигранных судеб, непроигранных судеб. Резюме. Сложно, да, немножечко я вас закружил и где-то стихами своими, может быть, даже заворожил. Возле вас
в вашем окружении, в вашем поле крутится мужчина или женщина с мужским характером, с которой вы, как мужчина или как женщина, не доиграли прошлую судьбу, не доиграли карму какую-то, да. И, возможно, даже у вас будут дети, я не исключу. Смотрите, здесь Луна, здесь семья, служение, здесь император, здесь о семье. И здесь ребенка рождения, вот это он, а это мать, а это отец. Император, императрица, повешенный. И здесь даже брак может случиться. И я вам скажу, здесь даже может бывший или бывшая в вашу семью возвратиться. Что думает о вас загаданный человек? Его мысли, его чувства и его действия. Очень быстро. Его мысли. 4 жезлов. Знаете, в его голове поют дрозды. Значит, кто-то получит трезды, да, как говорится. Смотрите, он постоянно вспоминает о вас и о покое, да, то есть и о комфорте в доме. Он, ваш партнер, думая о вас, ему хорошо, ему приятно, ему тепло, ему радостно, ему спокойно на душе. Что чувствует к вам? Он чувствует к вам родственные притяжения, родственные вибрации по земле, эманации. И эти вибрации вы ощущаете внутри себя, когда он думает о вас, тоскует по вам и рядом с вами что-то шепчет вам. И что он будет делать? Он откроет вам новый мир, и, возможно, вы такие, если это касается вас, закроете тот гештальт тех отношений, тех судьбы кармических проявлений, которые вам не дают прожить то, что должно было вами давно уже было закрыть. Мира вам и вашому миру, берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас. Світла вам та вашому всесвітові, все буде добре. От побачите. Лишайтесь на зв'язку. Па-па.